Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим воздушные, нежные, пушистые болгарские лепешки, которые называются пырлынка. Я могу, конечно же, ошибаться с произношением, поэтому если кто-то из вас знает, как правильно выговаривать это слово и также знает правильный классический рецепт, обязательно со мной поделитесь. Сейчас я сделаю по своим ощущениям. Я попробовала эти пырлынки, они мне так понравились и мне захотелось повторить. Сейчас посмотрим, какую красоту я вам приготовила. Здесь у меня 200 мл теплой воды. Я добавляю половину чайной ложки сахара. Чайная ложка сухих дрожжей. Это где-то 3-4 грамма. Если будете брать живые, то берите 10-11 граммов. Всего я подготовила 300 граммов муки. Из общего количества муки я добавлю сюда 3 столовые ложки для того, чтобы проверить, активны ли дрожжи. Если вы уверены, что у вас дрожжи активны, то вы можете добавлять их сразу же в муку и замешивать тесто. Перемешаем. И посмотрите, уже видно, что дрожжи активны, потому что они начинают активно сверху пениться. Это очень важно, чтобы вы не испортили себе продукты, не потратили зря время. Лучше проверить и только потом уже добавлять дрожжи к основной муке. Посмотрите, 5 минут оно постояло и уже какая у нас пена. Дрожжи хорошие, продолжаем замес теста. Выливаем. Ой, посмотрите, какое пенное. Также добавляю 1 столовую ложку сметаны, можно заменить на йогурт, и половину чайной ложки соли. Даже можно чуть больше, чтобы был хороший, отчетливый вкус лепешек. Перемешиваем, начинаем замешивать тесто. Здесь 2 столовые ложки растительного масла. Тесто очень жидкое, и для того, чтобы оно у вас не прилипало к рукам, вот так вот берем руки, смазываем и тесто смазываем растительным маслом и вмешиваем эти 2 столовые ложки растительного масла. Лучше всего, конечно, подойдет оливковое. Как только чувствуете, что начинает прилипать, смазали маслом и продолжаем. Тесто прямо на ваших глазах будет становиться более гладким. Я вмешала все растительное масло. Тесто очень живое, очень липкое. Посмотрите, какое оно получается. Округляем его. Кладем в миску, накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте или же при комнатной температуре где-то на 40-60 минут. Если в теплом месте, то хватит и 40 минут, если при комнатной температуре, то оставьте на час. Посмотрите, как хорошо подошло тесто. Оно просто как пушинка, как перьинка, как пырлынка. Смазываю руки растительным маслом и поверхность тоже. И перекладываю сюда тесто. Посмотрите, какие красивезные волокна. Да ты шо? Вау! Тесто очень нежное, очень липкое, поэтому смазывайте руки растительным маслом или посыпайте мукой. Но с мукой, конечно, аккуратно, чтобы тесто не получилось забитым. Так, тесто вот так вот складываю. Сильно его не обминаю, чтобы сохранить воздушность. Вы слышите, как оно приятно звучит. Я буду делать 5 лепешек. Вы можете на свое усмотрение делать больше или меньше. Я хочу, чтобы они были у меня небольшого размера. Маленькие, потому что я буду выпекать в аирфрайере. И те, которые я пробовала, тоже были маленькие. Маленькие пушинки, пырлынки. У меня вышло 5 штучек, вес каждой где-то 105-107 граммов. Я уж прям грамм не вымеряла, одна там 107, другая 111, все нормально. Так вот округляем, руки тоже смочены растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Но тесто очень живое, прям, знаете, как тесто на беляши или на жареные пирожки. Чтобы оно было супер воздушным, оно должно быть вот таким вот прям почти жидким. Перекладываем в миску, я ее предварительно смазывала растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 5 минут, чтобы тесто расслабилось и нам было намного проще его растянуть в круглую пушистую перьинку. Берем одну часть теста, выкладываем, поверхность у нас смазанная растительным маслом, а лучше всего сразу же растягивать на пергаменте. Пергамент тоже смазываем растительным маслом. У меня, как видите, маленький кусочек пергамента, потому что я буду выпекать в аэрогриле. Но вы можете выпекать, конечно же, в духовке.
И можно даже на сковородке, как вам будет угодно. Растягиваем. В принципе, из этого теста можно даже приготовить пиццу. Посмотрите, какое у нас воздушное пушистое тесто. Видно очень много пузырьков воздуха. Вы можете сразу начать выпекать. Можно дать ей еще немножко подойти, пока вы будете заниматься раскаткой других лепешек. В том кафе, в котором я пробовала, вот края были немного толще, чем серединка. Если среди вас есть люди, которые знают, какой на самом деле должна быть настоящая перлынка, то обязательно пишите, мне будет очень интересно. Я решила выпечь одну в аэрфрайере и 4 в духовке, чтобы показать вам, как они будут красиво румяниться прямо на видео. Выпекаем перлинки в духовке, заранее прогретой до температуры 220 градусов, 12-14 минут. Смотрите, чтобы они хорошо подрумянились. Посмотрите, какие красивые у нас получились перлинки. Выкладываем их и в это же время кладем сюда следующие запекаться. Пока перлинки горячие, натираем их зубчиком чеснока. При остывании эта корочка станет более мягкой, поэтому нужно натирать их, пока они горячие, потому что уже в остывшем виде не получится натереть. Кстати, можно смазать их сверху смесью растительного масла вместе с чесночком и укропом. Тогда они будут похожи на помпушки. Выкладываем стопочкой и накрываем полотенцем. И вот перлинки постояли под полотенцем. И также я их еще сверху накрыла пергаментом. Буквально 10 минут, и они стали мелкусенькие. И сейчас я вам хочу показать, какие они внутри. Очень вкусно пахнут чесноком. Просто умопомрачительно. Посмотрите, какая она внутри, мягкусенькая. Там даже есть у нас большой пузырь теста. В том кафе, в котором я ела, так и было, что вот эти края, они более плотные, то есть более толстенькие, а внутри она такая очень тоненькая и хрустящая. Посмотрите, какая красота, какое тесто красивое. Это очень вкусно, тесто мягкое, нежное, с отчетливым таким вкусом хлеба. И они такие воздушные, и чесночный аромат, конечно же, только подчеркивает всю эту красоту. Обязательно приготовьте, это легко и просто. Посмотрите, какой здесь вот сверху мякиш, но так похоже на хлеб. Не мякиш, а корочка, очень похожа на хлеб. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.